Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. В этом видео расскажу о целом комплекте для кухни. Это варочная поверхность, духовка и вытяжка. Все Thomson. Бренд сейчас активно расширяет в России свое присутствие, и у нас уже есть несколько материалов с ним. Обзор и тест климатического комплекса, плюс топ-3 холодильников Thomson. Все ссылки внизу в описании. Варочная поверхность Thomson. Стандартная ширина 60 сантиметров, такой наиболее востребованный формат. Зона нагрева 4, все типа Highlight. Что такое Highlight? Это классика, которая отлично себя зарекомендовала на кухнях. Вольфрамовая нить нагревается под воздействием электрического тока. Это ленточный тен. И далее быстро нагревается стеклокерамика, посуда и ее содержимое. Все максимально просто, понятно и эффективно. Никаких проблем с заменой комплектующих, если это потребуется. Технология нагрева, она такая весьма распространенная и вполне эффективная. Мы готовим пасту болоньезе на этой поверхности, варим саму пасту, делаем соус, используем разные зоны нагрева. Кстати, о них, подробнее. Кроме обычных, есть те, которые отдельно стоит упомянуть. Зона с расширениями, такой идеальный вариант для кастрюль и сковород разного диаметра. Причем тут по диаметру разнообразие, 3 варианта. Это круто. Это вариативность и удобство для кулинарных экспериментов. Плюс еще же правая дальняя зона нагрева с овальным расширением, то есть утятница, гусятница, еще какая-то нестандартная посуда, самое то для нее. По мне так эта поверхность, она такая супер для тех, кто любит готовить, экспериментировать на кухне. И для тех, кто хочет этим заняться, научиться. Управление все сенсорное, и оно здесь справа. Выбираете зону нагрева, мощность, уровни мощности 9. Это классический показатель для варочных поверхностей. Он вполне обеспечивает такую хорошую вариативность тепловой обработки. От бережного поддержания тепла, например, готового блюда, или растопления масла, шоколада на первом или втором уровне, до мощного обжаривания или быстрого закипания воды на 8-9 уровне. Есть таймер, можно задать время работы выбранной зоны нагрева. Начнется обратный отсчет, и по истечении времени будет звуковой сигнал, и нагрев отключится. Пасту аль денте нужно приготовить. Тут таймер пригодится точно, только, конечно, сразу снимаете зону нагрева и сливайте воду. Но, кстати, для любой зоны нагрева тут есть защитное отключение через определенное время работы, если никаких действий не совершалось, никаких не было изменений настроек. Если случайно прольется жидкость на зону нагрева, что-то сбежало, нагрев тоже отключится. Конечно, что-то все равно может немного пригореть, потому что стеклокерамика, она горячая, нагревается, но, во всяком случае, без нагрева, не будет дальнейших таких неприятных последствий. Плюс для каждой зоны есть индикация остаточного тепла. Тепло это можно использовать для доготавливания, для поддержания блюда теплым, и чтобы просто аккуратны были пользователи, чтобы не обожглись, пока температура не станет ниже 60 градусов. Индикация, она будет активна. Кажется, вроде ничего не забыл, все сказал об этой варочной поверхности Thomson. Такое главное. Отличный современный вариант на кухню. Больше мне тут добавить нечего. Кто-то скажет, что индукция круче. В некоторых моментах, конечно, согласен, круче. Но не все ее любят, нужно привыкать. И качественная Highlight поверхность на кухне, она точно актуальна для многих. Здесь, конечно, особый шик. Это несколько зон расширения. За них я эту модель прямо, что называется, полюбил. Так, как там наша паста болоньезе? Собственно, хорошо, мы легко все приготовили на этой варочной поверхности, используя разные зоны нагрева, функцию таймера с отключением. Как раз варили пасту ровно 7 минут, и даже остаточное тепло не пропало, соус нас дождался теплым. В духовке Thomson будем печь, испечем московские булочки.
Они вкусные, румяные и красивые. Ну, должны получиться такими. Если духовка справляется с выпечкой, то справится она, как правило, и со всем остальным. Наши булочки, выпечка, наверное, не самая сложная, но все же вполне показательная. Ну а пока у нас происходит кулинарное волшебство, я расскажу подробности об этой духовке. Дизайн здесь современная классика. Универсальный черный плюс модные стеклянные поверхности. Впишется, что называется, много куда. Актуально, для разных кухонь. Напишите в комментариях, остановился бы на ней взгляд в магазине. 68 литров, объем – это нормальный такой современный показатель. Нога буйвол не влезет, а индейка, утка, курочка, разная рыба, большие куски мяса – вполне. Здесь несколько уровней для противней, и на одном из уровней есть телескопические направляющие. Это, существенно облегчает использование духовки. Удобнее и безопаснее работать с противнем. Самих противней в комплекте два – обычный и глубокий, и есть решетка для запекания. Если есть необходимость, телескопы можно установить и на других уровнях, отдельно докупив. Направляющие для противней металлические, они съемные, что облегчает уход за духовкой. Снял и протер стенки. Об этом еще поговорим, об уходе. Плюс с такими направляющими противни легче двигать, не царапается эмаль. Здесь 9 режимов нагрева. Начну с самого интересного, с реальной конвекции. Почему такой акцент на этом? Что это такое? Дело в том, что часто про духовку говорят, что она с конвекцией уже если у нее есть вентилятор в задней стенке. Мол, он разгоняет горячий воздух по духовке, работая с нижним и верхним нагревателем. Но вообще-то реальная конвекция – это другое. Нагревательный элемент должен быть еще и вокруг вентилятора. Только в этом случае горячий воздух в духовке, он реально равномерно распределяется по всему объему. То есть одновременно вы можете готовить на нескольких противнях и не бояться, что у вас что-нибудь не пропечется, например. Просто вентилятор и нагреватели сверху и снизу такого эффекта, такой возможности не обеспечивают. А приготовление одновременно на нескольких уровнях – это же не только удобство и экономия времени. Это еще и, конечно, экономия электроэнергии, причем существенная, особенно если готовки обычно много. Экономии электричества в случае использования этого режима служит еще и возможность готовки при более низкой температуре. Не 200, например, а 180 благодаря активной циркуляции горячего воздуха. Запомните, реальная конвекция, от которой есть польза, это вентилятор плюс кольцевой нагреватель. И пробежимся по некоторым другим режимам. Есть классика, нагрев сверху и снизу. На этом режиме можно готовить все, но только на одном уровне одномоментно. Есть режим для приготовления замороженных продуктов, пиццы, готовые замороженные какие-то пироги, лазаньи, возможно, все это разморозится и запечется в этом режиме, все будет нормально. Отдельный режим мягкого размораживания тоже есть. Гриль с конвекцией – еще один режим. Если положите вашу индейку или вашу рыбину или еще что-то на решетку и включите этот режим, у вас получится в итоге блюдо, как будто приготовленное на вертеле. Решетку в середине ставьте или чуть ниже по размеру продукта. Раз уж мы о гриле заговорили, есть режимы большого и малого гриля. В первом случае работает весь верхний тен, и это реальное грилирование, поджаривание, хоть курочки, хоть стейка. Во втором случае малый гриль работает внутренний контур верхнего тена. С его помощью лучше всего удается корочка на продуктах, такая хрустящая. Это именно режим для финального его получения, для доготавливания. Так можно сказать. В целом, это все основные режимы, которые вам могут пригодиться. Прежде чем мы проинспектируем наши булочки, а мы их, кстати, готовим в режиме реальной конвекции сразу на 2 уровнях, расскажу еще про дверцу. Она трехслойная. В чем профит пользователю? Теплопотери меньше и, опять же, ниже расход электроэнергии, экономия. И если прикоснетесь рукой, то нет риска обжечься. Тепло чувствуется, конечно, но безопасно. Внутреннее стекло довольно просто снимается.
Это плюс в уходе, легко удалить загрязнения, они иногда могут возникать в этом месте. Что с булочками? А нормально все, причем, смотрите, на 2 уровнях они готовы, равномерно пропечены, в общем, выглядят очень симпатично. Так и просится в рот, что называется. То есть реальная конвекция в этой духовке реально работает. Еще важный момент, о котором обычно вспоминаешь как раз после готовки – очистка духовки. Ну, у нас она новая, поэтому чистая, но вообще тут кое-что полезное для облегчения очистки предусмотрели. Во-первых, задняя панель – это специальная керамика с каталитическими свойствами. Почему она именно сзади? Да потому что эта часть рабочей камеры, задняя стенка, она получает больше всего загрязнений в процессе готовки. Но эти загрязнения, этот жир сразу и разрушается, разлагается на сажу и воду благодаря каталитическим свойствам этой эмали. Процесс окисления катализатором происходит прямо во время работы духовки при температуре от 140 до 200 градусов. Ничего отдельно включать не нужно, но, конечно, внутри духовку все равно надо протирать систематически, желательно после каждого использования. Периодически хорошо бы очищать и саму каталитическую пластину, а лет через 5 ее можно поменять. А также лопасти вентилятора тоже очищайте от жира. Другой действенный способ очистки духовки – паровой. Наливаем в противень немного воды, включаем верхний и нижний нагрев и температуру 50 градусов. Через 30 минут загрязнения на стенках размягчатся, и их легко удалить обычной тканевой салфеткой. Ну что, качественная современная духовка с реальной конвекцией, у которой много преимуществ, с другими полезными режимами нагрева. Возможно, не все вы будете часто использовать, но это нормально, потому что случаи готовки разные. Телескопическими направляющими и, кстати, понятным и удобным управлением. Здесь утапливаемые поворотные регуляторы режимов нагрева и температуры. Небольшой информативный дисплей. Ну и булочки вкусные она печет. Вытяжка – это по-настоящему недооцененный кухонный девайс. Я нередко сталкиваюсь с ситуацией, когда люди что-то готовят на кухне, а вытяжку включить забывают. Пахнет вкусно булочками или курочкой, и ладно. Многие забывают, что дело не только в запахах, но еще и в жире и копоти, которые оседают везде на кухне, на мебели, технике, занавесках, разных поверхностях, да на всем вашем новом дизайнерском ремонте. В конце концов, без вытяжки через год он уже будет совсем не тот. Вытяжка очень нужна на кухне. Знакомимся с вытяжкой Thomson. Она у нас смонтирована, не совсем стандартно для съемки, но это не помешает рассказать о ней главное. Тоже черный цвет, тоже модная такая стеклянная панель, вполне гармонирует и с варочной поверхностью, и с духовкой. Не зря же я говорю про комплект из 3 устройств. Сразу все самое важное для кухни. Управление сенсорное, что круто, просто потому что удобно, а еще гладкую панель, ее легко содержать в чистоте, просто протер и все. Есть режим остаточного хода, активируйте его и вытяжка проработает еще 15 минут, да удаляет, скажем так, все остаточные запахи после готовки, потом она сама выключится. Или покурили вы, допустим, на кухне, включили этот режим и всем хорошо, через 15 минут никто ничего не почувствует. Вытяжка мощная, до 700 кубометров в час. Производительность по воздухообмену. Но это на максимальной скорости, а их тут 3. Так что не обязательно всегда врубать максимум, когда от шума, конечно, никуда не денешься. Если неспешно готовите, не очень интенсивно, то и первой скорости хватит, когда вытяжка максимально тихо работает. Как любая современная вытяжка, это работает в режиме отвода, выводит воздух в вентиляционную шахту. В этом случае задействован алюминиевый жироулавливающий фильтр,
который бережет мотор и внутренние элементы вытяжки от оседания жира. Антивозвратный клапан, он не позволяет грязному воздуху вернуться на кухню, когда вытяжка выключается. Или же, если докупите угольные фильтры, можно использовать ее в режиме рециркуляции. Воздух фильтрами очищается от жира и копоти, от запаха и возвращается в помещение. В этом случае будет поменьше процентов на 30 производительность. Это нужно учитывать. Здесь, кстати, это характерно для наклонных вытяжек, реализовано периметральное всасывание. Воздух всасывается по периметру вытяжки, проходит через зауженные отверстия, и благодаря этому скорость потока увеличивается без дополнительной нагрузки на мотор, что и электроэнергию экономит, и производительность по очистке увеличивает. Плюс такое всасывание обеспечивает более эффективную работу жирового фильтра. Жира на нем оседает больше, а на элементах мотора, соответственно, меньше. Да, еще скажу про освещение рабочей зоны кухни, в частности, непосредственно варочной зоны, варочной поверхности. Здесь яркие и долговечные светодиоды. Для этого светло, удобно, видно все, и электричество на этот свет тратится очень немного. Красивая, современная и эффективная вытяжка. Это мое мнение, а ваше мнение об этой вытяжке Thomson пишите в комментариях. Итак, мы близко познакомились с 3 кухонными приборами Thomson: варочной поверхностью, духовкой и вытяжкой. Первое, что хочу сказать, это реально крутой комплект на кухню. Они вместе гармоничны. Не бюджетный вариант, но и не космос по деньгам. Средний ценовой сегмент и вполне технологичные современные приборы. Сразу решаешь весь кулинарный вопрос на кухне. Если еще холодильник нужен, Thomson, для тех, кто любит все в одном бренде стиле, то о них у нас тоже есть видео. Ссылка сейчас надо мной и есть подо мной в описании. И каждый прибор в отдельности со своими достоинствами. Варочная поверхность с прокачанными зонами с расширениями – это круто для тех, кто любит готовить, да просто удобно и правильно. Духовка с реальной конвекцией, которая обеспечивает приготовление сразу на нескольких уровнях, противнях, и красивая мощная вытяжка, которая быстро разберется с последствиями приготовления всех ваших паст, соусов, курочек и булочек, удалит запахи и спасет кухню от преждевременного ремонта. Все ваши комментарии и мнения ждем там, где всегда, в комментариях. Там будем мы, представители бренда, я надеюсь. Так что go общаться, делиться впечатлениями о технике Thomson и вообще о любой бытовой технике. Подписывайтесь на канал и читайте нас в Telegram, в Яндекс.Дзене, на сайте Toster.ru и в соцсетях. Это Тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. До новых обзоров и тестов.